Однажды зооспасательная организация получила звонок от человека, который сообщил о бездомной беременной собаке, которую он нашел на улице. Собака была очень слаба, но самым шокирующим был ее огромный живот. Зооспасатели услышали информацию и обещали помощь, хотя не слишком поверили в рассказ, так как часто люди преувеличивают проблемы. Однако, когда волонтеры приехали на место и увидели собаку, они действительно были поражены. Такого размера живот они никогда не видели. Во время перевозки в ветеринарную клинику все задумывались о том, сколько щенков может быть в животе этой собаки, однако реальность оказалась гораздо проще, но в то же время ужаснее. Оказалось, что у этой беременной собаки не было ни одного щенка, вместо этого ее живот был наполнен жидкостью. Собака ранее жила с нормальными хозяевами, но в какой-то момент ее похитила пара. Пара держала собаку у себя долгое время, но они не заботились о ней, и у нее развилось серьезное заболевание. Живот собаки продолжал опухать и наполняться водой. В конечном итоге похитители просто выбросили собаку на улицу, так как им стало не по силам заботиться о ней. Когда собака попала в ветеринарную клинику, ее вес составлял число К. Это непропорционально для ее размеров. Ей срочно были проведены операции, и врачи извлекли невероятное число литров жидкости. Вскоре вес собаки уменьшился до числа К, то есть он сократился на число К. Специалисты заявили, что никогда ранее они не сталкивались с подобными случаями. Через несколько недель лечение приближалось к концу, и собаку вернули ее законным хозяевам, у которых она была украдена. Похитителей также удалось найти, и им предстоит отвечать перед законом за жестокое обращение с животными и, конечно же, за сам факт похищения собаки. Вернувшись к своим хозяевам, собака, которая прошла через столько страданий, наконец, получила заслуженное внимание, заботу и любовь. Хозяева были глубоко потрясены условиями, в которых находилась их собака, и решили добросовестно заботиться о ней, чтобы она никогда больше не попала в такую ужасную ситуацию.